Вы увидели название этого ролика и, скорее всего, подумали: доктор Жимба сошел с ума. Ведь на YouTube можно найти сотни тысяч часов контента о здоровом питании, о полезных продуктах и образе жизни. Но что удивительно, даже самые надежные рекомендации могут оказаться бесполезными, а порой и навредить, если их выполнять буквально. И тут напрашивается вопрос. Получается, если строго следовать советам – плохо, а если не следовать – тоже плохо. Как же быть и как правильно воспринимать любую информацию, которую мы видим в роликах, чтобы она действительно шла на пользу здоровью? Именно об этом и пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Первое – это доступность информации. Как я уже сказал, YouTube дает доступ к огромному количеству информации, где многие эксперты, врачи рассказывают об образе жизни, питании. Но часто информация противоречива. Одни врачи говорят, завтрак обязателен, другие говорят, что завтрак вообще не нужен. И, скорее всего, вы спрашиваете себя, а как разобраться, где правда, где неправда? Как это применить по отношению к себе? Как вы знаете, тибетская медицина рассматривает человека не только как целостную систему, но и как психофизическую совокупность. Ментальная часть неразрывно связана с нашей физикой, с нашим телом. Все, что происходит в нашем уме, все наши мысли, эмоции, непосредственно влияет на наше тело. И наоборот, все, что происходит в нашем теле, влияет на наш ум. Всю информацию, которую мы получаем, мы должны разделить на две категории. Базовые рекомендации и рекомендации индивидуальные, подходящие для каждого человека индивидуально. И когда мы смотрим разных врачей, мы смотрим, какие позиции у них совпадают. Если эти позиции у многих врачей совпадают, скорее всего, это базовые рекомендации, и это есть правда, к которым нужно прислушаться. Что касается второй группы информации, здесь мы должны иметь в виду, что разные врачи говорят. Вот я, например, доктор тибетской медицины, говорю с точки зрения тибетской медицины. Есть гастроэнтеролог, он говорит с точки зрения своих знаний. Есть дерматолог, есть аюрведический доктор. Иногда это звучит противоречиво, но на самом деле говорится об одном и том же, только разными языками. Например, вы посмотрели ролик терапевта, и у вас повышенные уровни холестерина. И терапевт говорит, при повышенных уровнях холестерина отменить прием употребление всех насыщенных жиров, в том числе яиц. И вы смотрите мои ролики. А в моем ролике говорится о том, что даже при повышенном уровне холестерина яйца можно есть. Здесь вы должны обработать информацию применительно к себе и индивидуально. Если вы человек, который мало двигается и не собираетесь активизировать движение, то в этом случае вам лучше минимизировать употребление всех насыщенных жиров, так как это приведет к снижению уровня липопротеина в низкой плотности на 20-30%. Но если вы активный человек, занимаетесь двигательной активностью, но при этом вы хотите рационально, сбалансированно питаться, то, скорее всего, вам лучше оставить яйца за завтраком, но при этом не употреблять яйца с другими насыщенными жирами, то есть не жарить яйца салом, не есть яйца и бутерброд с маслом и сыром. Следующее, что я хочу сказать, это то, что не нужно вестись на простые решения. В YouTube очень много роликов с цепляющими названиями. Одна ложка этого средства, и вы помолодеете на 30 лет. Не ешьте эти продукты, или эти продукты вызывают рак. Очистите организм от всех паразитов, и вы избавитесь от всех болезней. И здесь хочу сказать, что в восточной медицине, в частности тибетской медицине, присваивает чудотворные какие-то действия. Здесь есть чудодейственные травяные сборы, которые избавляют от всех болезней, которые омолаживают организм человека и так далее. Но это не так. Вот именно такое отношение людей к любой медицине подрывает их доверие, потому что не оправдывается их ожиданий. И я в своей практике много раз сталкивался с тем, что люди, приходя ко мне, они ждут от меня какого-то чуда. Я спрашиваю людей, расскажите о себе, что вас беспокоит, например, да? Они говорят, посмотрите мои руки и скажите сами. Как я могу сказать, чем человек больной, он же должен мне что-то рассказать о себе. Именно из-за этого, плюс еще увидев в YouTube много информации в такой тематике, я решил начать вести свой канал, чтобы люди начали правильно воспринимать информацию о восточной медицине, в частности, о тибетской медицине. Вы должны всегда помнить о том, что нет ни в какой медицине средства, которое избавляет от всех болезней.
Люди часто ведутся на простые решения, так как люди не хотят работать над собой. Они хотят чуда. И это нормально. Все люди ожидают чуда. Но если человек накопил в себе хронические заболевания, то недальновидно верит в то, что какие-то простые решения могут избавить вас от всех этих хронических заболеваний. Это не значит, что сборы не помогают или рекомендации не работают. Это значит, что вам самим нужно включиться в процесс выздоровления. То есть изменить свой образ жизни, питание, добавить двигательную активность и вообще осознанно посмотреть, как вы живете и почему вы пришли к этому состоянию. Поймите меня правильно, я не против хайповых названий. Отчасти это продиктовано функционированием YouTube. Такие названия привлекают внимание зрителей. И в этих роликах часто бывает очень полезная информация. Но запомните, что простых решений нет. Следующее, о чем я хочу поговорить, это о полезных и вредных продуктах. И у меня на канале есть много роликов о полезных и вредных продуктах. И здесь хочу сказать, что полезные и вредные продукты не все, не всегда и не при любых условиях. Я на самом деле всегда говорю о том, что не существует абсолютно вредные продукты, не существует абсолютно полезные продукты. Все продукты на самом деле и полезные, и отчасти и вредные. Рассмотрим на примере глюкозы. Если у нас уровень глюкозы будет ниже 3,5, то мы можем умереть. Если уровень глюкозы будет выше 5,5 и 6, то у нас развивается инсулинорезистентность и сахарный диабет. Поэтому мы не можем жить без углеводов. Они нам нужны. Просто нужно во всем соблюдать меру. Я заметил, что когда выпускаю ролики про полезные продукты, например, про топленое масло, имбирь, люди склонны считать, что это является панацеей при тех состояниях, при которых эти продукты могли бы быть полезными. Но это не значит, что если топленое масло и имбирь являются полезными продуктами, их нужно употреблять в большом количестве и даже ими заменять другие продукты. Вот что касается топленого масла, которое употребляю я в большом количестве, я это делаю осознанно. Потому что у меня энергорасходы дневные очень большие. Но если человек, который не ведет активный образ жизни и будет употреблять в большом количестве топленое масло, этот продукт может стать для него вредным. Далее я хочу порассуждать про универсальный совет. В ролике невозможно давать индивидуальный совет. Эксперт или врач дает разные рекомендации, рассказывает про разные продукты. При этом он не учитывает индивидуальные особенности каждого человека. Вы чувствуете себя вяло, неэнергично. И при этом вы увидели ролик про витамин D. Там говорится о том, что этот витамин чудодейственный, он дает энергию и так далее. Вы идете в аптеку или заказываете витамин D и начинаете принимать. При этом многие люди так поступают. Это очень плохо, потому что вы, приняв решение принимать любые витамины, не только группы D, да, вы должны обязательно предварительно сделать анализы, убедившись о том, что у вас снижены уровни витамина D, начать принимать витамин D. Иначе, если у вас уровень витамина D нормально в организме, то значит у вас другие проблемы приводят к тому, что вы чувствуете себя плохо. Ну и к тому же прием витамина D и всех синтетических витаминов связан с множеством нюансов, которые невозможно рассказать в роликах. И последнее. Как правильно смотреть видео о здоровье, чтобы оно было полезным? Первое. Смотрите на опыт и медицинское образование спикера. Второе. Смотрим его репутацию и отзывы. Здесь, например, если человек говорит о диете, при этом он сам крупных форм, то здесь я думаю, что он говорит о том, что сам не готов применить практики. Я считаю, что человек, который говорит другим людям, как питаться, какой образ жизни вести, то он должен это все применять по отношению к себе. Это будет честно. И третье. Смотрите на то, что спикер обещает ли 100% результаты или нет. Если 100% результаты обещает, то это сомнительно. И четвертое. Сравнивайте информацию из разных источников. Даже ту информацию, о которой я говорю, сравнивайте с другими спикерами. И делайте выводы. И на практике понемногу применяйте и смотрите, как чувствует или реагирует ваш организм.